совершенно по-другому. В каком смысле? Дорога не шла насквозь, как это шоссе. Она льнула к земле, то взмывала, то падала, то велась лентой. Здравствуйте, славный денек, а? Машины не мчались в погоне за временем, а просто приятно его проводили. Ну а теперь? Городок объезжают, хотят 10 минут сэкономить. Time goes by, time brings changes, and you change too. Всем привет! К чему этот эпизод из тачек? Фишка в том, что он применим не просто к какому-то городку на исторической Route 66, а к целому штату. Оригинальная трасса 66 еле цепляет уголок Канзаса. Ее длина через этот штат всего 12 миль или 19 километров. А современный ее потомок, Interstate 44, просто проходит мимо, из Миссури сразу в Оклахому. В Канзасе 66-я проходит через 3 городка – Галену, Ривертон и Бакстер-Спрингс. И здесь я бы отдельно отметил Галену. Если кто не знал, идея поместить персонажей пиксаровского мультфильма «Тачки» на трассу 66 принадлежала Джону Лассетеру, креативному директору Pixar. Он провел отпуск, проехав с семьей через всю страну по старой 66-й. Его жена настояла на том, чтобы он чуть притормозил и провел время с детьми. Конечно, Радиатор Спрингс – это собирательный образ всех городков Route 66. Но, на мой взгляд, именно Галена наиболее точно передает дух этого образа. Кстати, большинство персонажей машин в тачках имеют в качестве своих прототипов конкретных людей, связанных с трассой 66. Но вот на создание метро одного из сотрудников Pixar вдохновил старый эвакуатор, найденный как раз в Галене. Этот International Harvester L170 до сих пор можно увидеть там, рядом с кафе «Тачки на трассе 66». Ну а сам Джон Лассетер, можно сказать, стал Молнией Маккуином. Если главный герой мульта вдохнул новую жизнь в Радиатор Спрингс, основав там штаб-квартиру своей гоночной команды, то мультфильм «Тачки» Лассетера дал глоток свежего воздуха в виде возросшего интереса к трассе для многих маленьких городков на дороге дорог. И в Галене, с ее новой дорогой, я почувствовал это сильнее всего. Возможно, за это стоит благодарить и местных активистов-бизнесменов, таких как «Четыре подруги», которые отреставрировали заправку Канатекс, или Аарон с его доком Хадсоном и заправкой-магазинчиком «Диковинные шестеренки». Кстати, благодаря моему шлему «Молния Маккуин» с Аароном я даже хорошо поболтал о тачках, его бизнесе и трассе. И даже немного заразился его энтузиазмом. Конечно, даже самые успешные городки на 66-й далеки от былой популярности. И Галена здесь не исключение. Но именно осязаемое ощущение уходящего прошлого и привлекает меня в дороге дорог. Так что от Канзаса у меня остались самые теплые воспоминания. Хотя я и проехал эти 12 миль за каких-то 2 часа. Ну а впереди меня ждал целый день в Оклахоме.